Вы должны молчать и слушать. Молчать и слушать, что вам говорят. Всем привет, друзья! Сегодня у нас на обзоре будет вот такой вот клеевой пистолет. Пистолет, друзья, мобильный. То есть пистолет работает на аккумуляторах. На таких вот аккумуляторах а-ля Makita. Вот, пистолетик мне приехал только тушкой, без аккумулятора. В комплекте, друзья, было 5 палочек клея, 11 мм диаметр данного клея. И приехал в такой вот коробке. То есть продавец использовал коробочку от гайковерта. Вот. И все было упаковано еще в пупырку. То есть упаковано просто, друзья, шикарно. Кто следит за моим каналом, наверное, вы помните, что у меня уже на обзоре примерно с год или немножко больше назад я себе покупал практически точно такой же аккумуляторный пистолет. Вот он, друзья. Видите, практически никаких отличий здесь нет, за исключением вот этих вот площадок нижних. А так все просто идентично. Вот. Хочу вам сказать, что данный пистолет, видите, он весь грязный уже у меня, зарекомендовал себя очень с положительной стороны. Вот. И прислали мне для обзора от Heimerdinger еще один, друзья, пистолетик. Поэтому сделаем обзор и на данный пистолет. Вот в том пистолете желто-черном, что я покупал, я еще покупал в комплекте со сменными вот этими вот соплами, друзья. Ну а здесь же пришло просто одно сопло, и на этом все. В магазинах есть несколько ценников, поэтому я вам дам 2-3 ссылки на такие пистолеты, так как они часто где-то дешевле, где-то дороже, чтобы вы, друзья, могли сами себе подобрать немножко подешевле все это дело. Ну вот, техника просто фантастическая, я скажу. То есть очень часто меня выручает. Конечно же, каждый день я им не пользуюсь, конечно, безусловно. Но если что-то где-то надо пойти там на улице, не знаю, в автомобиле, там в гараже подклеить, то очень удобно все это дело делать, друзья, без проводов. Вот. Огромнейшим плюсом, такого плюса я не наблюдаю во многих магазинах AliExpress, во многих пистолетах. Это вот плюс. Вот такой вот регулятор. Этот регулятор, кстати, есть и здесь. В чем его, друзья, плюс? То есть, когда мы пользуемся клеем, даже, конечно, если нет регулятора, вот, мы нажимаем, допустим, эту вот курок до конца, и у нас выдает какую-то там большущую порцию клея. Но нам такая порция, допустим, клея большая не нужна. И мы стараемся нажать там чуть-чуть, сами понимаете, рукой, да? Но не всегда получается. Получается, хотим чуть-чуть, а выскакивает там хорошая, извините за выражение, сопля. Вот. Так вот, чтобы данного не происходило с данным пистолетом, в данном пистолете есть у нас регулировка. Смотрите на курок. То есть, если мы отпускаем полностью курок, видите, сколько он отходит? Еще отходит, и вот, все, конец. То есть мы с вами отрегулировали и этой вот гаечкой заблокировали, дабы у нас этот винт не выкрутился, либо наоборот не закрутился. Вот курок у нас торчит, видите насколько. И смотрите за рукой, какой огромный ход и какая огромная порция клея может сразу выдавиться. А так, если нам надо что-то подклеивать мелкое, мы это дело поджимаем нашим винтом. Опять же, смотрите за нашим вот этим курком пистолетным. Допустим, выводим на минимум и смотрите всего лишь какой ход. Надо меньше, пожалуйста. Еще делаем меньше. Почти до упора. Ход очень маленький. Обратите внимание сюда. То есть еле-еле, видите, сколько подвигается клей у нас. Вот запоминайте. И сейчас я опять выкручу винт до конца. Так, винт лучше выкручивать, держа курок, и тогда он легче немножко будет выкручиваться. Вот, ну давайте так. И смотрите ход теперь. Оба! Тут 2 сантиметра почти хода клея. Прикиньте, сколько тут будет у нас его вылетать. Вот, сборка, опять же, очень, друзья, качественная. Опять же, точно собран, как мой этот желто-черный. Вот поэтому мое предложение, сейчас мы с вами его опять же разберем. Кому будет интересно сравнить внутренности данного пистолета и желто-черного, хотя я уверен, что здесь будет все одинаково, можете найти мой вот этот обзор и, так сказать, визуально все это дело сравнить. Все, друзья, ставлю на паузу, разбираю, потом показываю вам, собираю и будем
ну, смотреть, как он плавит клей. Вперед! Итак, друзья, все раскрутил, разобрал. Значит, наш пистолет скручен 11 вот такими вот, друзья, винтами а-ля саморезик. Вот, показываю, как теперь его разобрать. В прошлый раз показывал, теперь покажу. Так, ну, прежде всего, чтобы разобрать, надо снять вот эту вот резинку с нашего сопла. Она снимается легко и просто. Вот, при одевании она там защелкивается и держится. Так, заодно выкрутим и само сопло. Друзья, покажу, что у нас здесь установлен шарик, то есть подпружиненный шарик, что является обратным клапаном. И с нашего носика уже не должен течь клей, так как он течет, допустим, с дешевого сетевого пистолета. То есть вы все знаете, что у нас там просто отверстие, как бы, и все в этом носике, или сопле, как тут правильно сказать. Здесь же у нас установлены, точно так, как и в этих соплах я показывал, установлены обратные клапана. Вот это является тоже большим плюсом. Теперь, друзья, смотрите, снимаем этот кожух, просто берем и стягиваем. Под этим кожухом у нас еще есть два самореза, поэтому, кто будет разбирать, не ломайте. Далее нам надо снять вот эту вот накладочку серенькую. Для этого поддеваем. Вот таким вот макаром. Она на защелочках, и у нас все это дело снимается. Сняли. Ну, а теперь делим наш корпус пополам. Делим аккуратно, так как бывает, вот этот винт в прошлый раз у меня вылетел просто-напросто. Сейчас он, походу, тоже вылетит. Я уже, в принципе, знаю, как разбирать. А вы в первый раз будьте осторожны и аккуратны. Как всегда, и как обычно, я вам показываю пластик. Пластик шикарнейший, то есть такой же инструментальный, как и на всем, в принципе, инструменте. Ну, на любом китайском, допустим, будем, на большинстве любого китайского инструмента. Смотрите, сколько здесь всяких робер жесткости, то есть инструмент, вернее корпус реально, друзья, качественный. Пусть он, допустим, там некрасивый, хотя с каких хренов он некрасивый. Все отлично, все красиво. Ну и вот наша, друзья, начинка. Я уже, наверное, разбирать подетально не буду. Кому интересно, посмотрите мой прошлый обзор. Там я все здесь разобрал, все узлы показал. Все, как говорится, честь по чести. Ну, а здесь вот как-то так. Что мы имеем? Мы имеем нагревательный элемент. Точно, в принципе, такой же, как, соответственно, и в этом желто-черном пистолете. Вот. Имеем сальник. Вот этот черный сальник, куда поступает у нас клей. И откуда он уже, соответственно, расплавленный, обратно не может вытечь. Так как здесь есть у нас сальник. Надеюсь, с этим понятно. Также у нас все запитано 4 проводами. Вернее, не запитано. Запитано, конечно же, сам нагревательный элемент, сам тен. 2 проводами плюс-минус. Вот. И у нас еще есть 2 провода на, соответственно, датчик температуры. Имеется площадка под сам аккумулятор. И имеется контроллер, друзья, с дисплеем температуры. И с кнопочками настройки температуры. Ну, то есть кнопка включения у нас средняя получается. Вот, да, красная кнопка включения посередине. Ну и выше, ниже настройка температуры. Что касаемо по пайке, давайте смотреть. Да, пайка тут намного, в принципе, аккуратнее. Хотя, видите, вот на этом индикаторе тоже у нас не смыт флюс. Походу здесь была ручная пайка. Точно так же, как и у нас провода, все припаяны вручную. И тоже не смыт флюс. Но, я бы сказал, это миримо. Это нормально. А сама плата, все компоненты, это уже у нас машинная пайка. Все, в принципе, выполнено аккуратно. За эти, как говорится, деньги. Так, друзья. Надеюсь, я вам так по-быстрому показал, чтобы сильно видео не тянуть, так как вы сами понимаете, что здесь, ну, особо нечего там уже распинаться и показывать. Стоит тен, термодатчик и как бы все. Механический привод нашего клея, зажим, так сказать. Все это подается и греется, и получаем на выходе расплав клея. Так, сейчас собираем. Я надеюсь, все посмотрели. Вот провода какие-то сильно тонковатые, ну а так, в принципе, должно работать. Не помню, кстати, в желто-черном какие провода были. По-моему, наверное, тоже такие же. Вот, под провода даже, смотрите, все это дело у нас есть
Видите, такие вот прорезы. И в эти прорези, а не прорезы, в эти прорези вставлены провода, чтобы они там не болтались и не телепались. Ну, сборка, я бы сказал, даже качественная. На оценку 9 по 10-бальной системе. Так, народ, собираю и попробуем, как плавится наш клей. Итак, друзья, я полностью собрал наш пистолет. Друзья, извините за звук, просто забыл одеть петличку, подключить ее к телефону. Поэтому уже здесь я не буду во второй части подключать ее. А как-нибудь уже справимся с записью прямо на телефон. Так, ну что, нам остается, друзья, подключить аккумулятор. Тоже я не буду ставить никакие секундомеры. Вот прямо, как говорится, ну, в прямом эфире, без вырезок, без зарезок, вставляем наш клей. Включим наш пистолет. Вот клей вот до сих пор вставляется. Включим наш пистолет и посмотрим, когда же у нас потечет расплав клея с нашего сопла. Итак, удерживая кнопочку, включаем и настраиваем температуру. Давайте посмотрим максимальная какая температура. Все, 220 градусов это, друзья, максимум. Ну, пускай максимум и будет. Я же возьму сейчас кусочек картона, и мы с вами будем смотреть, как течет наш клей. Вот такой вот кусман картона я оторвал прямо из этой упаковки, так как упаковочку мы сожгем в банке. Ну и вот так вот у нас происходит нагрев. Друзья, да, здесь у нас, конечно же, показана температура на тене, но температура на выходе, потому как наш тен должен, наш вот этот вот, как сказать, резервуар для расплавленного клея с теном должен прогреть плюс сопло. Поэтому, если даже здесь наберется 220 градусов, то это абсолютно не значит, что у нас пойдет клей. Но мы с вами будем немножечко поддавливать и смотреть, как наш клей пойдет. И пойдет ли он вообще. Судя по самому клею, он уже куда-то идет. Уже пошел нагрев. И, соответственно, пошел клей плавиться. Я надеюсь, вам видно. Видите, остаются на клею, на палочке клея, вот такие зарубки от толкателя. «190 градусов здесь, а клей у нас уверенно. И уже пошел, видите, на выход. Пожалуйста, уже пошел клей. Вот тоже, чем хорош данный пистолет, это, видите, у нас нагрев есть, клей мы выдавили, ну, носик, конечно, так обтерли, и больше у нас с носика никаких соплей не капает, в отличие, опять же, от сетевого вот этого вот клеевого пистолета. Вот, шикарно работает, и у нас на борту, напоминаю, пока что только всего лишь 200 градусов. Друзья, значит, больше, чем за год эксплуатации вот желто-черного моего того пистолета, что я вам показывал, абсолютно никаких нареканий не было. Единственное, я забыл один раз поджать сопло, вот, и у меня натекло сюда вот клея. Вот, замучился я его оттуда доставать. Поэтому обращайте особое внимание, чтобы сопло у вас было всегда зажато. Там, если вы видели, есть уплотнительное белое такое кольцо. Вот. Клей идет вообще шикарно, легко. Так, давайте сейчас я продемонстрирую. Давайте, смотрите, я нажму, выкручу полностью винт. Выкручу полностью винт и нажму до конца порцию клея. Хоп. Вот у нас одна порция клея, друзья. Вот такая вот большущая капля. Ну и теперь покажу, как это все дело у нас регулируется. Ну, почти вот. Давайте вот столько оставим, посмотрим, сколько же будет сейчас клея. А, вообще ни капли. О, малюсенькая капелька вылетела. Поэтому, видите, друзья, надо немножко побольше, чтобы у нас получилось поменьше. Хоп. Вот вам разница. Порция и порция. Надеюсь, друзья, понятно. Ну, а на этом больше нам с вами тут смотреть, я думаю, нечего. Поэтому
будем с вами закругляться. Как я и обещал, друзья, я дам 3 ссылки на вот такой именно пистолет. Могу дать, конечно, больше ссылок там, где есть подешевле и без регулятора. Но, друзья, вот этот регулятор очень классно работает. Пока же я выключаю наш пистолет. Просто шикарная штука. Значит, могу смело рекомендовать всем, буквально, вот как у меня, если есть инструмент с такими аккумуляторами, смело, друзья, берите. Если же вы будете покупать один единственный пистолет и еще плюс отдавать деньги на аккумулятор, так как я дам пистолет только с тушкой, по-моему, там ссылки у меня, хотя я не помню, по-моему, есть выбор, вот, то, наверное, один пистолет с аккумулятором я даже не рекомендую покупать, так как, сами понимаете, данный пистолет нужен там очень редко бывает. Ну, кто занимается целыми днями, то, конечно, да. Ну, а кому, если он нужен редко, то вы просто угробите аккумулятор. Поэтому, наверное, для вас будет лучше сетевой. Вот как бы и все. Все, друзья, всем здоровья и удачи, до новых видео, пока. Желаю, чтобы все.